Всем привет! В этом видео я поделюсь с вами своим гайдом на Вивиану Банши. Эдакую Бернис, только вместо огненного элемента с эфирным элементом. Вивиана уникальна тем, что превращает аномалию, которую наносят другие агенты, в дополнительный урон, и именно на этом вращается весь ее потенциал. Проще говоря, пока твоя команда накладывает электро, огонь, лед, физик, аномалии, Вивиана будет дожимать их сильнейшим аномальным уроном своего облума. Звучит круто, да? Как работает ее облум и перышко? Облум — это дополнительная аномалия, которую Вивиана триггерит каждый раз, когда любой союзник применяет спецприем по цели. Подвержены аномалии одного из 5 типов: эфир, электро, огонь, лед и физ. При активации облум сразу же срабатывает бутон из перьев. Базовая атака, тоже наносящая урон и срабатывающая вне поля боя. От трепещущего подола до охранного пера. Трепещущий подол. Особое состояние, в котором она парит в воздухе. В нем базовые атаки преобразуются из накопленных парящих перьев в охранные перья. Парящие перья можно собрать при использовании атаки, базовой атаки аристократка Вальс. И если во время этого еще и увернуться, то еще одно дадут перо. При использовании цепочки атак дадут 2 пера. Ассист тоже дает 2 пера. Спецприем, то есть когда у вас скилл заряжен, когда энергии достаточно, дает 3 пера. И ульта дает сразу все 5 парящих перьев. Плюс в начале боя, когда она только вступает в бой, в самом начале дают тоже 2 пера. И теперь, чтобы превратить все вот эти вот парящие перья в охранительные, нужно войти в особый ее режим, когда она парит в воздухе. И после этого активировать ее атаку еще раз в этот момент. Вот она взлетает. И здесь мы еще раз атакуем, то есть нажимаем атаку. И все парящие превращаются в охранительные перья. Их можно заметить по бафу. Вот он. Вот такой вот баф появляется под хп. Если посмотрите, видите, этот баф из 5 раз он накладывается, если вы все 5 парящих перьев собрали. И теперь переходим на другого персонажа. Желательно, чтобы он был персонаж аномалии. И вызываем аномалию этим элементом. Теперь. И будет активироваться этот вот облум. И активироваться бутон из перьев. Всего его можно активировать 5 раз. Иногда сразу активируется 2, как вот у меня сейчас активировалось. Вот. И сейчас еще один раз. Вот. Сам помер раньше времени. И все, когда охранительные перья заканчиваются, возвращаемся снова на Вивиан. И снова активируем эти охранительные перья и обратно возвращаемся на вашего ДД. То есть, как видите, геймплей у него простенький. Она минимум времени на поле проводит, по сути, так же, как и Бернис. Накладывает вот свой вот этот баф, скажем так, если его можно таким назвать, и все. Сам вот этот облум, он скалируется от знания аномалии, то есть чем больше знания аномалии у Вивиан, тем будет больше урон от этого облума. Еще есть полезный такой бонус у Вивиан, это если получается активировать вот этот облум на цели, то Вивиана еще вешает сверху дот, который наносит эфирный урон, и скалируется он от силы атаки. Вот сейчас мы его сделаем. Вот, видите? Он чикает дот. 1400-2600 урона наносит, но получается сверху висит и помогает проще активировать вот эту аномалию. Теперь перейдем к оружию для Вивиан. Первым вариантом будет, естественно, ее сигнатурное оружие.
вот этот полет среди грез. Базово он дает знание аномалии, позволяет быстро накапливать аномалию на 40%, ускоряет этот процесс. И увеличивает во время боя тоже знание аномалии. Каждый раз, когда наносится урон эфирный по целям, и стакается 6 раз. Дальше, что самое интересное, у него два варианта оружия, которые по сути фри-то-плейные. Единственное, тут вся будет загвоздка докачать их до 5 уровня наложения. Первый вариант это вот эти плачущие близнецы. Базово дает силу атаки. И во время боя, когда кто-то из отряда накладывает аномалии, дает бонус знания аномалии. При полной прокачке можно получить аж 184 плюс знания аномалии сверху. Что получается очень круто даже для Вивиан. Сам этот баф исчезает, когда цель выходит из оглушения, или она погибает. То есть приходится заново после этого собирать баф. Но все же этот амплификатор очень хороший для нее. Следующий вариант это тропический гурман. Тоже фри-то-плей, можно скрафтить. Дает базово знание аномалии. И при трате энергии в бою увеличивает силу атаки на 2,5%. При полной прокачке будет 4%. И стакается до 10 раз. То есть при полной прокачке у вас будет 40 сил атаки сверху бонусом. Следующий вариант, который не такой уже фри-то-плей вариант, это вот этот вот амплификатор из Battle Pass. Дает он точно так же базово знание аномалии. И если в бою есть враги с аномалией атрибута, носитель этого амплификатора получает 10% силы атаки. И урон агента увеличивается на 15%. Это вот первая копия. Если уже сильно повезет аж 5 копий сделать, то, естественно, будет больше бонус. 16 сил атаки сверху и 25% увеличения урона. Дальше будет два варианта оружия, которые хороши, но не идеальны в использовании для Вивиан. Первый вариант это сигнатурное оружие Грейс. Хоть оно и 5-звездочное, да, оно дает много базовой силы атаки. Дает процент пробивания, что хорошо, но не так уж-то и важно для Вивианы. И дает силу атаки еще. Дальше она дает по 25 знаний аномалии при использовании спецзаряженной атаки. Стакается 3 раза. Проблема тут в том, что идеально у вас получится использовать только одну спецзаряженную атаку. Ну, может быть, если сильно получится, то 2. И то в конечном итоге вы получите всего лишь 15 знаний аномалии. То есть четверка, вот эти плачущие близнецы, будет в разы лучше даже. Вот плачущие близнецы будут в разы лучше, в любом случае. И другой вариант, это сигнатурка... Сейчас, где она тут? Вот. Ревущая тачка. Сигнатурка... Пайпер. Это оружие, вот, оно дает силу атаки, это что уже хорошо. А дальше проблема в том, что есть 3 бафа, и они рандомные. Один баф дает силу атаки, другой знание аномалии, и третий позволяет быстро накапливать саму аномалию. При полной прокачке, то есть при полном вот этом возвышении наложении, бонусы увеличиваются, но они не настолько хороши, как при использовании... близнецов, опять же. То есть близнецы будут в любом случае фри-то-плейный лучший вариант для Вивианы. Теперь перейдем к драйв-дискам. У Вивианы один вариант. Тут не потеряешься. Вот баллада о Файтоне. 2 части увеличивают контроль аномалии. Если весь сет собран, то в бою, если кто-то использует особую атаку усиленную, знание аномалии у агента с этим предметом повышается на 45. А если тот, кто использует этот сет, не является носителем, то бонус эфирного урона носителя этого сета увеличивается на 25%. И к этому сету идеально будет 2 части хаос джаза, которые увеличат знание аномалии плюс 30.
Или же можно использовать две части Freedom Blues. Знание аномалии плюс 30 тоже. Это будет вот самая идеальная комбинация, на мой взгляд. Теперь статы для Вивианы. В четверку ищем знание аномалии, естественно. В пятерку будет бонус эфирного урона. И в шестерку контроль аномалии. В субстатах стараемся искать по возможности, если так получится, знание аномалии. Естественно, так как для нее оно важно. Дальше ищем атаку процентную. И уже если повезет, то атаку обычную и пробитие. Конечные статы у вас должны получиться 2400 сил атаки минимум, если получится. Если есть такая возможность так сделать. Контроль аномалии у вас должен быть 198 плюс в идеале. И знание аномалии 330 изначально, желательно до начала боя. Вот это знание аномалии для нее, по сути, самый важный стат, так как у нее весь урон идет от ее облума, а это, по сути, особый вид аномалии. Значит, у нее весь урон будет скалироваться вот от знания аномалии. И ей знание аномалии важнее, чем сила атаки. Хоть сила атаки тоже нужна, но важным будет знание аномалии, так как оно напрямую увеличивает вот этот вот урон задатка панихида судьбы. И завершим подбором команды. В команде у него, по сути, всегда должен быть кто-то из аномалии, хотя бы один персонаж, только тогда будет хорошо играться Вивиана в таких командах. Первый вариант и самый лучший, скажем так, это или же Мияби, или же Янаги, или же Джейн Доу, в зависимости от того, кто у вас есть в первый слот. Во второй слот берем, естественно, Вивиану. И в последний слот идеально будет Астрояу идти. Если нет Астрояу, можно взять Николь или же Люси. Вторая команда это, опять же, в первый слот это или же Мияби, или же Янаги. Во второй слот берем Вивиану. И в последний здесь уже Бернис. У меня, правда, ее нету, но вы тут визуально представьте, что последний слот здесь Бернис. Это второй вариант, то есть, скажем так, полностью через аномалию. И фри-то-плей команда, для тех, у кого нету пятизвездочных персонажей много, или же вы недавно начали играть. В первый слот берем Пайпер. Второй слот Вивиана. Так, в первый слот. Не туда поставил, извиняюсь. Вот. Во второй Вивиана. Ну и в последний, естественно, тут уже особо не разгонишься. Выбираем Люси. Она у вас должна быть в любом случае. И в большинстве случаев команд лучше будет выбрать Робина в такие команды. Бамбу. Можно взять снап Щелкунчика, если вы играете со Астрояу в команде вместе. Или который Счастливчик, кажется, его зовут, который за ивент давали. Тоже неплохо, если есть Джейн Доу в команде.